Множество потрясающих исторических сведений, начиная от викторианских посмертных портретов и заканчивая самой длинной войной в мире. Она длилась 355 лет и прошла без единого выстрела, не фигурируют в учебниках, какими бы захватывающими ни были. Такие лакомые кусочки. Редакция 1 ГАИ. РУ представляет занимательные истории, которые вам, возможно, неизвестны. Безумные, причудливые и курьезные, они доказывают, что реальная жизнь гораздо более интересна и удивительна, чем вымысел. Жан-Жозеф Мерлин, изобретатель роликовых коньков, не потренировался перед дебютом. В итоге он врезался в огромное зеркало. История, рассказанная Джеймсом Тернером в книге «История катания на роликах», совершенно уморительна. Представьте себе, на дворе 1760-е годы, и Мерлин собирается представить свои ролики на модном маскараде. В качестве костюма он надел роликовые коньки, взял скрипку и стал кататься по вечеринке, играя на инструменте, рассказывает Тернер в книге. Хотя Джозеф Мерлин был известным изобретателем и музыкантом, он не был хорошим фигуристом. Он не мог контролировать свою скорость или заставлять коньки двигаться в нужном направлении, в результате чего с размаху врезался в огромное и дорогое зеркало, стоимостью 500 фунтов стерлингов, разбил его вдребезги, сильно поранился, сломал скрипку и отправил технику катания на роликах обратно на чертежную доску. Легко представить себе этого парня. Не могу дождаться, чтобы показать всем свои крутые коньки. А знаете, что? Я еще должен играть на скрипке. И вот он рассекает на роликах, врезается в зеркало стоимостью $100 000 в сегодняшних долларах и оказывается на полу среди обломков своей скрипки. Жаль мистера Мерлина, но картина наверняка была уморительной. Группа полицейских под прикрытием в Детройте, выдававших себя за наркоторговцев, случайно встретилась с другой группой полицейских под прикрытием, выдававших себя за покупателей наркотиков. Инцидент произошел в 2017 году. Пара оперативников из 12-го участка полиции Детройта, прикидываясь наркоторговцами, отправилась в наркопритон, чтобы провести спецоперацию. Там они встретили двух покупателей, которые оказались их коллегами из 11-го участка, тоже работавшими под прикрытием. Затем появились еще офицеры с ордером на обыск, и ситуация обострилась до такой степени, что обе группы полицейских толкали друг друга и даже пускали в ход кулаки. Это было похоже на оживший мультфильм, где Бакс Банни организовал потасовку. После инцидента начальник полиции Детройта Джеймс Крейг сказал, что это, вероятно, одна из самых постыдных вещей, виденных мной в этом отделе. Во время холодной войны агенту ФБР Роберту Хансену было поручено найти крота в Федеральном бюро, который сотрудничал с КГБ. Оказалось, Хансен и был этим кротом. Став агентом ВБР в 1976 году, Роберт Хансен несколько лет занимался сбором разведданных о советах для ФБР. В 1979 году, скорее всего, по финансовым причинам он решил начать продавать информацию Союзу. Это продолжалось некоторое время, а затем, в 1987 Хансену было поручено расследовать все возможные нарушения в сфере безопасности и разведdeятельности ФБР, связанные с КГБ. Таким образом, он, по сути, занимался поисками самого себя. Позже канал ЦПС снял мини-сериал об этой истории. Уильям Хёрд в главной роли. Двойной агент был пойман после того, как ФБР заплатило $7 миллионов бывшему агенту КГБ, слившему магнитофонную запись разговора Хансена с другим агентом КГБ. Сотрудники ФБР узнали Роберта по использованной им оскорбительной цитате генерала Джорджа С. Паттона о японцах. Агенты слышали, как Хансен произносил ее раньше. Выходит, его поймали только потому, что он не смог преодолеть расистские чувства в отношении японцев. Когда президент Джимми Картер посетил Польшу в 1977 году, его переводчик несколько раз неправильно переводил его слова. В результате его речь звучала так, будто он навсегда покинул Соединенные Штаты и никогда не вернется, а также, что он хочет Польшу, как женщину. В выступлении Картер сказал, что хотел бы узнать больше о желаниях польского народа на будущее. Каким-то образом переводчик интерпретировал это как Картер желает Польшу. В сексуальном смысле. Позже он допустил и другие ошибки вроде «я покинул Соединенные Штаты, чтобы никогда не вернуться и счастлив ухватить Польшу за интимное место». На этом злоключения не закончились, Картер получил нового переводчика для государственного банкета, состоявшегося позднее в ходе визита. Но когда президент произнес тост, тот не стал переводить ничего из сказанного. Как выяснилось позже, он просто не понимал картеровского английского, поэтому отмолчался. В общем, визит Картера в Польшу начался с того, что он якобы приехал поразвлечься и никогда не вернется домой, а закончился загадочным тостом. Один из римских пап пытался запретить чихание. Серьезно, папа Урбан VII считал, что чихание слишком похоже на оргазм, поэтому запретил продажу табака, который, как считалось, вызывал чихание. Во-первых, удачи вам в том, чтобы заставить людей не чихать. Во-вторых, что за чихание было у этого парня?
Хороший чих вещь классная, особенно на фоне тех фальшивых приступов, когда собираешься чихнуть и ничего не происходит. Но сравнивать его с сексом, идея кажется странной. Сэм Бартрам, вратарь футбольного клуба Чарльтон Атлетик, однажды простоял на поле в одиночестве 15 минут, не зная, что игру отменили из-за сильного тумана. Это был матч с Челси в 1937 году. Во время игры над полем стелился густой туман. Чертовски густой. Настолько, что судьи отменили матч. Однако никто не потрудился сообщить об этом Бартрему, и он дежурил перед своими воротами, готовясь ловить мяч целых 15 минут. Забавно, но Сэм решил, что его команда ведет сумасшедшую атаку, тесня оборону Челси, но почему-то не забивая гола. Потом к нему подошел полицейский и сказал что-то вроде «Какого черта ты делаешь?» Игра окончена, приятель. По словам Бартрема, он потрусил в раздевалку, где был встречен громким смехом товарищей по команде. ЦРУ предприняло несколько поистине безумных покушений на Фиделя Кастро, включая попытку убить его взорвавшейся морской раковиной. Основные эпизоды включают в себя подношение Кастро отравленных сигар, дарение ему гидрокостюма для подводного плавания с начинкой из разъедающего кожу грибка и нанесение удара отравленной иглой, спрятанной внутри ручки. Ни один из способов не сработал, а некоторые были отсеяны еще до того, как их попытались осуществить. Да, и не все заговоры были попыткой убийства. ЦРУ также хотела распылить в радиостуде Кастро вещество типа ЛСД, чтобы тот запинался, произнося свою речь, путался и звучал очень глупо. А еще хотели посыпать его ботинки веществом, от которого у него выпадет борода. Это тоже не было реализовано, но изобретательность потрясающая. Япония и Черногория технически находились в состоянии войны 101 года. Официально она закончилась в 2006. Да, вы правильно прочитали. Видите ли, в русско-японской войне 1904-05 годов между Японией и Россией Черногория выступила на стороне России. Конфликт закончился примерно через год, но Черногория не участвовала в мирных переговорах, которые вел президент США Теодор Рузвельт. Так что технически, когда Япония, Россия и другие вовлеченные страны подписали мирный договор, Черногория осталась в состоянии войны с Японией, по крайней мере, на бумаге. Позже, в 1919-м, Черногория стала частью Югославии, а статус официально признанного суверенного государства обрела только в 2006 году. Одним из ее первых действий в качестве нового независимого государства было подписание официального мирного договора с Японией. Через 101 год после начала войны первый зарегистрированный полет человека в Великобритании был совершен английским монахом, который сделал себе крылья, спрыгнул с башни, немного пролетел, а затем разбился и сломал обе ноги. Как гласит история, Эйлмер из Малмсбери, Эйлмер Малмсберийский, соорудил себе пару крыльев примерно в 1005 году. Он забрался на башню и спрыгнул, сумев проскользить с попутным ветром примерно 200 метров. Но ветер был сильным, и он, вероятно, запаниковал, поэтому отклонился в сторону и разбился. Согласно записям об этом событии, монах выжил, но сломал обе ноги и до конца жизни хромал. Он думал, что добился бы большего успеха, если бы дополнительно сделал себе хвост. В музее Ательстана в Малмсбери есть экспозиция, посвященная Эйлмеру. Во время Первой мировой немцы замаскировали круизное судно под британский военный корабль, чтобы совершать внезапные нападения на британский королевский флот. Это сработало, пока лайнер случайно не наткнулся на реального близнеца, под которого был замаскирован. Упс. По сути, немцы посчитали хорошей идеей взять один из старых пассажирских кораблей, установить на него несколько пушек и нарядить под судно британского флота. Это сработало на удивление хорошо. Проблема в том, что они замаскировали его под настоящий британский корабль «Рамсцармания», и по чистой случайности двойники встретились в море. Экипаж истинного «Рамсцармания» был уверен, что перед ним не гигантское зеркало, поэтому открыл огонь по немецкому самозванцу и в итоге потопил его. Самое интересное, что поблизости находился другой немецкий корабль. Получив сигнал бедствия от самозванца, он отправился на помощь, но, подойдя, не смог определить, где чей корабль, поэтому просто развернулся и ушел. Это позволило уцелевшему британцу продержаться на плаву достаточно долго, чтобы его нашли и сопроводили в безопасное место. Джеймс Мэдисон в качестве одного из своих первых официальных действий при президенте Джорджа Вашингтоне написал 4 письма самому себе. Позвольте объяснить, когда Вашингтон стал президентом, он поручил Мэдисону написать письмо верховным конгрессменам, в котором выражалось, что он рад с ними работать. Вашингтон не был мастером словесности, поэтому верил эту работу Мэдисону, блестящему сочинителю. Конгресс ответил тоже, попросив Мэдисона о написании письма. Тому пришлось писать ответ на исходное письмо и сообщать, что Конгресс тоже очень рад сотрудничеству с президентом. Казалось бы, на этом все, но нет. Вашингтон отправил ответ на это послание, а Конгресс в свой черед ответил, и обе депеши опять составлял Мэдисон.
В общем, у него была трогательная переписка с самим собой в виде 4 последовательных писем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.